Я наткнулся на это дело в апреле 2021 года, когда работал над каталогизацией ведомственных архивов одного ликвидированного научного института. Формально это был обычный подряд: систематизация старых коробок, оцифровка технической документации, подготовка к передаче в Государственный архив. Институт назывался НИИ «Энерготехсвязь-12» и существовал с начала 70-х до середины 90-х годов. Профиль — энергетические системы специального назначения. Внешне ничем не примечательное учреждение. Серое трехэтажное здание в промышленной зоне Подмосковья. Обычная проходная. Обычные коридоры. Обычная история позднесоветского НИИ. Но среди коробок с инвентарными ведомостями и актами списания я обнаружил папку, которая не проходила ни по одному реестру. На обложке надпись черными чернилами: «Объект 12 альфа. Не подлежит тиражированию». Ни номер отдела, ни штампа архива, ни регистрационной карточки. Такие документы в советской системе не существовали официально. Любой отчет, даже самый закрытый, имел номер. Без номера это либо черновик, либо то, что не должно было попадать в общую систему. Я открыл папку. Первый лист — служебная записка от 3 ноября 1983 года. В связи с нестабильной работой узла номер 4 на объекте 12 альфа и выявленным отклонением энергетического баланса от расчетных значений прошу рассмотреть вопрос о временной приостановке цикла испытаний. Подписано: зам главного инженера С.Л. Князев. Ниже резолюция красным карандашом. Продолжить. Контроль усилить. Докладывать ежедневно. Подпись неразборчива. Я продолжил читать. Объект 12 альфа располагался не в Подмосковье, а в Свердловской области, на территории бывшего горнодобывающего предприятия. В документах он проходил как энергетический испытательный стенд. Формулировка расплывчатая. Из описаний следовало, что в 1982-83 годах на объекте тестировалась система перераспределения импульсной энергии между удаленными контурами. Проще говоря, пытались создать установку, способную стабилизировать мощные энергетические выбросы без потери эффективности. В позднем СССР подобные разработки были востребованы. Энергетика, космос, оборонные системы — все требовало надежных источников и точной регулировки. Но уже через несколько страниц становилось ясно, речь шла не просто о тестировании оборудования. В отчете от 17 ноября 1983 года фиксировалось необъяснимое изменение характеристик материала внутри камеры номер 2. Ни разрушение, ни перегрев, ни плавление, а именно изменение характеристик. Приводилась таблица показателей плотности и проводимости до и после импульса. Значения отличались от расчетных на 12-15%. Комиссия предположила ошибку измерений. Была проведена повторная проверка. Результат подтвердился. Дальше интереснее. В декабре 1983 года на объект прибыла расширенная комиссия из Москвы. В списке фамилий — специалисты по физике плазмы, материаловедению и психофизиологии. Зачем психофизиология на энергетическом объекте? Ответ я нашел в приложении номер 4. Там приводился рапорт начальника смены. Во время третьего цикла испытаний персонал блока управления отметил субъективное ощущение временной дезориентации. Отмечены случаи кратковременной потери концентрации и искажения восприятия звукового фона. Иными словами, люди чувствовали странные эффекты. Не обмороки, не травмы, а именно искажение восприятия. В январе 1984 года один из инженеров написал служебную записку.
Предполагаю, что при определенных параметрах импульса возможно возникновение побочных колебаний, влияющих на нервную систему оператора. Записка осталась без ответа. Дальше в папке лежал документ, который, по сути, изменил ход проекта. Акт внеплановой проверки объекта 12 Альфа. Дата — 4 февраля 1984 года. В акте указывалось, что в ходе очередного запуска установки произошло кратковременное отключение всех контуров электропитания на площадке. Длительность — 2 минуты 14 секунд. Резервные источники не сработали. Запасные генераторы не активировались. При этом оборудование не вышло из строя. После восстановления питания установка продолжила работу в штатном режиме. Подобное событие в советской системе считалось чрезвычайным. Полная потеря питания без срабатывания резервов — это серьезный инцидент. Но вместо приостановки проекта я увидел другую резолюцию. Причины уточнить. Испытания не прекращать. И снова подпись без расшифровки. Я начал искать в архиве упоминания об объекте 12 Альфа вне этой папки. Ничего. Ни в бухгалтерских документах, ни в отчетах о капитальных вложениях, ни в списках спецобъектов. Как будто проект существовал параллельно официальной структуре. Я решил съездить в Свердловскую область. Территория бывшего горнодобывающего предприятия действительно существовала. Сейчас там размещался частный складской комплекс. От старых корпусов остались фрагменты фундаментов и один бетонный ангар. Местные жители помнили, что в 80-х туда приезжали московские специалисты. Работы шли в закрытом режиме. Потом в 1985 году все резко закончилось. Один бывший электрик, которому сейчас было за 70, рассказал мне. Ничего не взрывалось. Никаких пожаров. Просто однажды приехали люди, вывезли оборудование и закрыли все. «Почему закрыли?» — спросил я. Он пожал плечами. Говорили, проект не оправдал себя. Вернувшись в Москву, я продолжил изучать папку. Последний документ датировался мартом 1985 года. В связи с изменением приоритетов финансирования и отсутствием стабильных результатов работы объекта 12 Альфа считать проект завершенным. Документацию передать в закрытый архив. Подпись. Главный инженер НЕЭ «Энерготехсвязь 12» Князев. Я обратил внимание на почерк. Это был тот же Князев, который в ноябре 1983 года просил приостановить испытания. Он проиграл. Проект продолжили. Потом закрыли. Но почему папка оказалась вне реестра? Ответ я нашел на внутренней стороне последнего листа. Карандашная запись. Не ошибка. Несовместимость. Требует иной базы. Без подписи. Вероятно, Князев. Я не нашел доказательств катастрофы. Не было ни аварийных отчетов, ни данных о жертвах. Все указывало на то, что проект просто признали неперспективным или опасным. Но остается странность. Полное отключение питания без фиксации причины. Изменение характеристик материала. Субъективные эффекты у персонала. И настойчивое требование продолжать испытания. В конце 80-х СССР уже испытывал финансовые трудности. Поддерживать дорогие проекты становилось сложно. Возможно, объект 12 Альфа оказался слишком рискованным и слишком дорогим. А возможно, слишком нестабильным. Я передал копии документов специалистам по истории науки. Их вывод был осторожным. Вероятно, речь шла о попытке работы с высокоэнергетическими импульсами без достаточной теоретической базы. В условиях 80-х такие эксперименты могли давать неожиданные побочные эффекты.
Но один из них сказал мне фразу, которую я запомнил. Иногда технологии закрывают не потому, что они не работают, а потому, что они работают не так, как ожидали. Я не утверждаю, что объект 12 альфа скрывал что-то сверхъестественное. Я не утверждаю, что это была запрещенная технология. Я лишь фиксирую факты. Проект существовал. Проект испытывали. Проект закрыли. Документацию изъяли из общего архива. И если бы не случайная коробка среди списанных дел, мы бы никогда не узнали даже этих деталей. История СССР полна проектов, которые не стали публичными. И, возможно, объект 12 альфа — один из них.